Кто ты? Я режиссер. Слушай, ну скажи людям, что ты не еврей. Ну, Слушай, но, к сожалению, я не из еврейского семейства, а может быть и хотелось бы, чем более древняя культура, тем меньше артефактов от нее остается. Армения должна заново пересочинить саму себя. почему я назвал свой этот ютубовский канал «Лаборатория дилетанта», Конечно, да? конечно, Давай, да. приходи сюда, мы пообщаемся. Здесь можно обо всем, да? Да. Мы получим сырую, неуправляемую никем почву, из которой взойдут ростки армянского театра, неуправляемый ни одним человеком. Оно будет самостоятельно. Вот у меня все возросло, вот это вот обида за тебя, понимаешь, что вот ты так много делаешь, а тебя вот все время, понимаешь, ну, недооценивают, мало того, что недооценивают, да еще и пинают со всех сторон нафиг. Слушай, Понимаешь, теперь ты, живя в Сунике, стал шпионом. И говорит, грубо говоря, кто ты такой, чтобы про нас рассказывать? Да? Это однозначно на это и выходит, да? первое, кто ты такой, чтобы о нас рассказывать? Второе, значит, братья, вы слышите, он про нас рассказывает? На мой взгляд, да, мы теряли во время нашей истории, но самые большие потери произошли, когда мы поменяли религию. Да? Господи, почему ты все время бьешь меня по голове? Потому что он дал тебе ключ и ответственность перед всем миром за то, чтобы нести, например, вот это. А ты этого не делаешь. Мне важно, чтобы то, что мы можем сказать, сказали. Гордостью это посчитаю. Абсолютно Бахвальством наплевать, да, посчитаю. абсолютно. Наплевать. Я думаю, что это моя ответственность. Я должен это нести. Да? Ну, привет, дорогой Петр. Привет. Мне кажется, что нет смысла объяснить, кто ты такой, ознакомить тебя с армянским зрителем. Но многие, во всяком случае, знают тебя уже. Сочувствую. Кто нет, сочувствую. Кто нет, может, ты в двух словах скажешь. Это всегда, такая... Если говорить очень коротко, там просто кто ты? Я режиссер. Все. Но дальше понятие режиссуры раскрывается, выходит за границы пространства в город, потом в страну, в мир, ну и во Вселенную. И режиссер это не человек, не демиургический человек для меня. То есть для меня режиссер это играющий тренер в футболе. То есть который может понять, дать какие-то основы игры, что-то видеть, но к игре он отношения не имеет, он не управляет ею. Вот для меня это режиссура. И в этом смысле я режиссер Вселенной. Все. Да. Хорошо. Ну, ты приехал в Армению. Я даже не знаю, что сегодня сказать. То ли зов предков, то ли зов Вселенной, что ли. Как бы так сказать, да, ну вот человек вдруг решил, что должен приехать в Армению и ознакомить армян с теми же армянами. С ними же армянами. Я так понимаю. Слушай, ну ты понимаешь, я очень мало в своей жизни принимаю каких-то решений, стараюсь их не принимать вообще. Мы приезжали первый раз в 2018 году, достаточно долго путешествовали, видели очень много всего. И вот тогда нас спрашивали, как бы, переезжаешь в Армению, не переезжаешь? Я сказал нет. У этого нет были человеческие конкретные причины. Ну, то есть, во-первых, с точки зрения просто социальной, да, я сказал, послушай, я тебя очень люблю, моему другу, который предлагал переехать, но пойми, что нужно быть вменяемым, осознанным человеком и понимать, что до самой смерти, что бы ты ни сделал, кто бы ты ни был, ты в этой стране всегда будешь чужой, не армянин. То есть, как, не знаю, африканец может переехать на Байкал. Его могут любить, его могут не любить, неважно, но он всегда будет чужим до смерти. И для того, чтобы переехать, таким образом нужна какая-то веская причина. И этой причины, то есть не было никакой причины, в которой я должен был бы быть здесь или я был бы нужен. Ну, вот. А когда в 2020 году началась Арцахская война, я уже не выбирал. Я приехал, потому что я должен был приехать. Все.
То есть это не был выбор такой, знаешь, куда поехать, в Армению или в Италию, там, или в Индию, или еще куда-то. Нет. Нет никаких дверей, из которых ты выбираешь. Я всегда стараюсь дождаться такого момента, чтобы выбора не было. Ты просто делаешь то, что должен, и все. Ну, тут хорошо, что ты об этом говорил, чтобы, то есть, поскольку в последние годы много русских, да, с России приехали, с Украины приехали в Армению, да, чтобы не было так у людей, которые не знают предысторию, чтобы не было ощущения, что ты именно из тех приезжих. Нет, ты приехал сюда задолго до этого. Да, я всегда говорю, что разница очень простая, но она ключевая и существенная. Я не уехал откуда-то, я приехал куда-то. Да. Ну, в моей жизни такое было тоже, да, поэтому я обратно был, да. Когда я уезжал в Россию, ну, в принципе, то же самое, так что я хорошо тебя понимаю. Конечно, грустно, что ты с тех пор очень многое делаешь, да, и все именно имея в виду, что вот это вот здесь Армения, я здесь должен делать для Армении, как бы меня не принимали, да, да, ну, как-то вот не очень хорошо принимают, в основном. Я понимаю, что у тебя очень много очень хороших друзей сейчас, да? Очень большой круг собрался, как одинаково мыслящих, как это называется? Единомышленников. Все, я тоже перехожу на армянский. Ну, почему-то мой русский пропадает, когда я с тобой говорю. Вот. Не просто русский, а петербургский твой пропадает. Да, петербургский. Кстати, да, он тоже петербургский, родом родился в Петербурге. И вот я именно в тебя первый раз, когда тебя увидел, тебя евреи как меня преподнесли именно вот питерского парня, да, увидел в тебе, и поэтому очень захотелось. И вот прямой вопрос, еврей ли ты, именно из-за того, что я люблю этот питерский, да. Слушай, у меня всегда рядом было очень много евреев и очень много армян. Наверное, из тех, кого было много, больше никого не было. Кроме армян, из всего Кавказа и так далее, может быть, был один в театральной студии когда-то в юности грузин. И вот и все. И я прекрасно знаю всю базовую еврейскую культуру. Потом мне еще было интересно очень эта история, потому что когда я зашел в христианство, в самой-самой юности, прям вообще вот нежный возрастом, да, я очень же так огненно захожу, всегда, к сожалению. Вот, я так, что здесь происходит, так, кто такой, где висит, что, почему, кто сказал, кто кого крестил. И вот, да, ну ты как бы заходишь, говоришь, здрасте, у нас был маленький приход на церковь на Черной речке, церковь храм Иоанна Крестителя, где Пушкин крестил детей, такой очень маленькая часовня, храм, там был такой отец Валентин. И это была та линия, которая была от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, которого потом не стало. Он был уничтожен, как и вообще вся история Петербурга, то есть она уже пошла под Москву. И вот это были последние священники оттуда. И я поэтому так мощно зашел, у нас, знаешь, был такой огромный, такой бородатый, лохматый мужик. Вот, и у него было детей, не знаю сколько, 8-9. И он всегда приходил в храм, и от него он заходил, и с ним заходил, знаешь, такое как бы вселенная заходила. И он всегда так, Господи помилуй. Вот я уже по-армянски кричу с него. Господи помилуй. И подходил все время к иконе, чтобы поцеловать. А там какая-нибудь бабушка выковыривала свечечки в этой штуке своей. И он ее так, подожди, милая. И он все вот так делал. Меня все очаровывало его вот эта прямота, свет и крепость вот эта абсолютная. Вот. Я вот так заходил. И для себя я как бы шел и очень быстро уперся в стенку. Потому что откуда ноги растут,
не понял. То есть это нельзя, потому что вот нельзя, и потому что так Бог сказал, и все. Меня так не устраивает. Поэтому я думаю, так, хорошо, надо идти к дедушке. Значит, я оттуда пошел в иудаизм. Я пошел копать в ту сторону. Сколько я мог, все материалы и так далее. И все, что связано с еврейской, ну я же питерский, понимаешь, да, поэтому еврейская культура, еврейский юмор, еврейская литература и так далее, это потрясающе, я ее обожаю. Но, к сожалению, как это, вы мальчик при буфете, значит, но, к сожалению, я не из еврейского семейства, а может быть и хотелось бы, почему? Потому что у меня вообще, вот все, что мы с тобой начинаем, у меня была одна главная такая, как бы, запиндя, которая меня всю жизнь так и вела. Я же человек питерский, а поэтому, в общем, человек без корней. И когда я вижу какого-нибудь бурята, который подходит, мальчишка вот такого-то, да, который подходит к лесу, заламывает веточку, что-то там шепчет своим духом, или когда ты идешь по Индии, и мальчишка мелкий бежит из школы домой мимо храма Шивы, и такой останавливается, такой: «Папа Шива, привет, у меня сегодня 5». И для него Бог и его культура — это что-то, что находится прямо здесь. Не где-то там, не в руках там каких-то лохматых философов или что-то внутри. Прямо здесь Бог. Это вызывало мне такую зависть, потому что я бы хотел сказать тому самому Богу те самые слова. Но я и Бога не знаю, и слов-то у меня не знаю. И поэтому вот я начал искать, и до сих пор вот это и есть то, что лежит в самой основе. А все-таки меня всегда очаровывали евреи тем, что на уровне вот такой мальчишеско-бытовой структуры они знали, кто что откуда. Вот этот момент. То есть, может, я был бы спокойнее. Был бы хорошим евреем. Да, да. Правда, возьмите меня, пожалуйста. В общем, да, хорошо. Ну, теперь же осталось самое главное. Скажи, кто ты такой есть. Когда ты мне сказал, мне так это понравилось. Слушай, ну, вся моя основной мой род — это айны. 90% людей говорят: кто? Я говорю: ай, кто? Значит, айны — это коренное население Японии, которые были до японцев. Айны, вот они как я, так и выглядят. Такие лохматые, такие бородатые. Ну, они до сих пор же на севере есть, да, Япония? Айнов осталось 20 с копейками тысяч. Около, сейчас последних данных, не знаю, там сколько-то лет назад было около 6 тысяч оставалось на Курильских островах и на Сахалине, и 20 в Японии. Айны были уничтожены все. Вот это был как раз тот самый чистый прямой геноцид. Все, что мы знаем, очень большое количество того, что мы знаем о японской культуре, включая мечи катаны, принцип устройства одежды, особенность домов, это все айнская культура, а не японская. И айны — это собиратели, то есть они ничего не пахали, не сеяли, и поэтому их было мало, а территории для обитания должны быть очень большие, потому что собиратели, да, то есть здесь ягоды кончились, там туда и так далее. И вот эта культура во мне живет. То есть для меня ничего в мире нет, то есть я никогда не поеду там на теплое море. То есть я могу приехать ради жены, да, и буду себя абсолютным идиотом чувствовать, пока что делать. Я вообще не знаю, что делать с этим. Там, да, но, для меня все самое питательное — это север. Дальний Восток, Сибирь, Архангельск, то есть вот север. Мох, лишайник, деревья, я весь его чувствую, знаю. Я могу просто уйти в тайгу и не вернуться никогда. Вот это да. Когда Петр мне рассказал, что он айн,
первое, что я ему сказал, я сказал, а ты пробовал перед этим словом это, произнести звук «а». И он сразу понял, что я имею в виду. Что это очень похоже. Вообще. Да, что это, ну как, я не знаю. Но еще я вспомнил после этого только этого Юрий Сарксян, по-моему, да, который во всем мире нашел это букву, слово «ай», да, во всех там где-то, ну везде буквально, да. Да. И вот когда впереди ставишь букву «а», происходит, получается опять «ай». Это вообще слушай, это отдельный космос, потому что ты же понимаешь, что все, кто сейчас находится на Байкале, то есть, с одной стороны, все, корейцы, японцы, все считают, что они родом из Байкала. Они приезжают туда, делают ритуалы, и очень много идентики там и так далее. Но у байкальских народов очень много похожего с североамериканскими индейцами, ритуалов захоронений, еще каких-то таких очень нюансов вещей. Но при этом все, кто сейчас там, да, это монголы, буряты, венки, тунгусы там и так далее, это все сейчас. То есть 2500 лет. А до этого есть какие-то совершенно невероятные остатки сооружений каменной гряды, которые упоминаются как курымканская культура. И никто вообще не знает, что такое курымканская культура. Но никакой кочевник не будет строить каменные стены. Ты это слово еще раз скажи. Курымкан. Что это такое? Никто не знает. Никто. В китайских летописях есть упоминание об этой культуре как Ичкурыкан. Ичкурыкан. Что это, неизвестно. Например, раскопки в Глазковском некрополе, крупное захоронение в Иркутске, там совершенно невероятное захоронение. Очень много странных объектов. Например, есть человек, который похоронен, сейчас я не помню, чтобы не соврать, но очень большой срок, типа 400 лет, 400 с копейками, по-моему, он был открыт, этот захороненный человек, очень богатый по предметике, и вокруг его головы подхоронен кругом волк. То есть какой-то ритуал был, то есть 400 лет, они знали, кто он, где он, и потом необходимость была совершить ритуал подхоронения. И это не монголоидные расы. Так же, как и айны. То есть ученые до сих пор нет ответов на вопрос. То есть никто, ты открываешь везде и говорят, ну есть вот такая теория, есть такая теория, но откуда взялись айны там? То есть вокруг все это монголоидные расы, и дальневосточные, и венки, и ненцы, и так далее. А это просто вот эти бородатые, совершенно другие. Фотографии, если мы сейчас будем смотреть, то, естественно, после уже смешивания, уже японцев, корейцев, которые туда пришли, они уже чуть такие, но на самом деле все айны вообще не имеют монголоидных генов. Ну откуда? Откуда? Там, понимаешь, да? И это вопрос серьезный. Вот к этим самым хайм. Что это? Да. Пора поменять. Да, тянешься? Конечно, дотянусь. Ты что? Такая практика алкоголизма и не дотянуться до стакана. Вот. Видишь? Спасибо, там. Будем пить дальше. Так. Да, значит, ну хорошо, эту тему, я очень рад, что мы затронули эту тему, потому что я все время от времени, если помнишь, ты говоришь, слушай, ну скажи людям, что ты не еврей. Ну, слушай, ну это же вопрос какой. У меня тут друг... Это не твоя проблема, это их проблема, да, я да, понимаю. У меня друг, очень странный чувак, такой безумный, господи. Он бомжует по миру лет 10. Вот там жил, вот он топ какие-то хостелы, где-то вот черти, в общем. И он говорит, я приехал в Армению, я думаю, господи, нафига ты сюда приехал? А ты понимаешь, да, что если бы я жил в Питере, то в Питере говоришь, вот там сквот, туда, ну, все нормально, там вот это, там рок-н-ролльная тусовка, а в Армении же этого нет. Нет. Я такой думаю, господи, куда я его дену? Домой я его не пущу. Ну, как бы, я как-то...
И думаю, ладно, пойду с ним попью кофе, значит, пришел сейчас. Я говорю, ну как ты? Он говорит, я из Грузии. Я говорю, ну что скажешь? Он говорит, в Грузии легче. Я говорю, почему? Он говорит, потому что грузины шизофреники, а армяне параноики. И вот тут я понимаю, да, я с ним согласен. Потому что все равно, понимаешь, почему я не говорю? Да потому что не важно, кому что скажешь, потому что параноики, ты оставляешь армянина на полчаса в самостоятельном движении, и он уже докручивает все, что можно. Да. Да, однако, несмотря на это, мне очень нравится, ты все равно, ты долбаешь свое дело и делаешь. И то, что ты сейчас оказался в Сюнике и затронул такую важную тему, я не знаю, армяне задумывались когда-нибудь над этим, делать то, что ты начинаешь делать. Вот ты скажи, что? пожалуйста, что ты делаешь, да, про народный театр, да, и пойдем в эту сторону. Ну, слушай, то, что задумались, в смысле, 100%, это понятно. И начиная от вообще крутейшей систематики, да, той же Лисицян, которая вообще изобрела, условно говоря, танцевальные ноты, да, запись танца, и других очень мощных мыслителей и деятелей. Но здесь два момента. Один момент касается вообще особенностей армянской культуры. Дело в том, что чем более древняя культура, тем меньше артефактов от нее остается. Если ты приезжаешь в Индию, и вот стоит какой-то там огромный храм, да, то это поздняя Индия. Чем в более раннюю Индию ты едешь, вот в какой-нибудь штат, где прямо самое первое, то храмом является баньяновое дерево, а алтарем камень около нее. И что у тебя осталось? Ничего. И если мы говорим об армянской культуре, здесь такое количество глубочайших, древнейших элементов, что в том и проблема, что как бы они как песок сквозь пальцы, то есть этого не осталось. Все танцы армянские, которые мы знаем, это 19 век. Все костюмы, 90% костюмов, которые мы видим, армянские, таразовые, это, во-первых, 19 век, а во-вторых, это очень, очень грубая поделка. И ткани там из Турции. Ну, вот. И это ужасно. А то, что есть и до чего можно было бы коснуться, не систематизировано вообще. Ну, представь себе, да, например, что такое театр. Театр – это танец, театр – это язык, театр – это музыка, театр – это стих, театр – это маска и костюм. Ага. Музыка, слава богам, спасибо за Комитаса, благодаря Комитасу, хоп, сохранена. Но в танце Комитаса не случилось, поэтому упущен. То есть те танцы, которые описаны Комитасом как звук, не описаны как движение и растворены, уже потеряны. То есть мы через Комитаса знаем, что они были, вот даже ритм есть, да, есть музыка даже, но не представляем себя, какие они были. Хорошо, я двигаюсь через аналогию. Та же ситуация была в Индии в 50-е годы прошлого века. То есть на момент деколонизации Индии огромное количество культуры было просто потеряно навсегда. Что делали индусы? Индусы шли, брали манускрипты, подходили к храмам, смотрели изображения на храмах, танцовщиц, вот это все, ну вот, переписывали, брали трактаты, брали музыку и пересочиняли заново свою древнюю культуру. В моем понимании Армении предстоит сделать все то же самое. Армения должна заново пересочинить саму себя. Но пересочинить не означает исказить, не означает придумать новую, нет. А именно из генетики собственного действия достать это. А для этого, понимаешь, для этого не подходят традиционные способы. То есть ты приходишь к ученому и говоришь: Артем, дорогой наш человек, скажи, вот на всех надгробиях Армении, до размеров Великой Армении,
изображены жесты. Параджанов их использовал, да, вот эти все истории надгробных жестов разные. Где научный труд я бы хотел почитать о классификации этих жестов? И вдруг мне говорят, нет, никто этого не делал. Никогда. То есть Арбели делал часть по Арцаху, эта книга есть. Еще 3 ученых разных делали другие регионы, но все это локальные вещи. А единой систематики жестов нет. А ведь жест – это то, что нужно оттуда достать. И это и есть зафиксированный театр. Получается, что строго научным действием в понимании науки постсоветской мы не можем идти. Когда ты разговариваешь с прекрасным тем или иным ученым, ты говоришь, ну это же вот так. Он тебе шепотом говорит, ты же не ученый, тебе везет, ты можешь так говорить, а я нет. Но я думаю так же. Я понимаю, потому что структура современной науки это похуже, чем средневековая церковь. То есть любое свободомыслие анафема и все. И наука трещит по швам, и все понимают, что все. Как сказал мой один друг ученый, он говорит, понимаешь, Петька, он говорит, здание, безупречное здание науки, было почти достроено, оставалось буквально пару штришков. И тут пришла квантовая теория, и оно рассыпалось к чертям. И здесь то же самое. Теперь. Кстати, я Да. хочу тебе сказать, что это так мне понятно, знаешь, спор ученого с неученым, да, что вот я не могу, фактов нет, да, я не могу. Эта тема, почему я назвал свой ютубовский канал «Лаборатория дилетанта», Конечно, да? конечно. Давай, Да. приходи сюда, мы пообщаемся. Здесь можно обо всем, да? Да. Именно поэтому. Но теперь представляешь себе, это для меня самое сокровенное, самое редкое качество настоящего человека, способного двигаться сейчас, это 2 качества. Адекватность и баланс. То есть, когда все трещит по швам, и мы понимаем, что официальная наука не справляется больше с ответом на вопрос, а это что? А это торчит посреди земли. И все говорят, нет, одни говорят, нет, мы этого не видим, мы этого обсуждать не будем, нет, не будем, этого нет. Вторые говорят, я сейчас тебе расскажу, и ты думаешь, боже, какой бред. А вот это искренняя, честная позиция адекватности, когда ты понимаешь, что это есть, это не совпадает с теорией, это не совпадает с наукой, это не то, что говорят эти безумцы, но это и не то, что не признает наука. И вот это баланс. Это настолько редкое сейчас качество, потому что либо людей уносит в махо-махо, и они говорят, о, все, я сейчас вижу энергию, вот тут, и думаешь, блин, господи, какая энергия, что он несет. Либо человек говорит, ну, это все фольклор, это все бла-бла, это ерунда, пустота. Ну вот, нет, не пустота. Вот именно вот по этому поводу я хочу, чтобы ты сейчас рассказывал об основном, да, конкретном, что ты задумал Господи, да. касательно и Народного театра, и обучения тех актеров, там, режиссеров, да, которые будут готовы вести этот народный театр. Итак, что я задумал? Армяне – это просто свойство культуры. Это все, что, вообще все, что я говорю, надо понимать сразу. Я всегда это подчеркиваю особо, там, да, что это мое субъективное мнение. Я не истина. В последней инстанции не надо говорить, а вот не мой сказал так, да, это так, но это просто мое мнение, не более того. Значит, армянская культура является в самом своем генетическом корне игровой. Театр в Армении розлит просто по улицам. Ты можешь видеть, как человек говорит и видит свои, и как бы тайно следит за своими жестами, как он себя ведет на улице, как он встречается, как он двигается. И это театр, который прямо в генах живет. То есть я могу взять любой средневековый какой-нибудь текст,
особенно английский, итальянский, греческий, и взять просто мужика на улице и попросить прочитать. Он будет для него так гармоничен, вот просто как собака в кадре. То есть ему вообще ничего делать не надо, ему даже не надо понимать, о чем он. Просто это будет гармонично. Но, когда мы подходим к театру, театр пафосный, пустой, устаревший, постсоветский, 70-х годов, такое пространство. И даже сама ритуалика взаимодействия с пространством театра устаревшая. То есть я купил билет за 1000 драм, я пришел, оделся красиво. То есть вот такая вот ритуалика светского пространства, где акт посещения театра ценится больше, чем то, что ты там делал. Получается интересный выворот, да, то есть как бы театр вылился на улице, и он на улицах Стал существует. пустым внутри. И стал пустым внутри, потому что оттуда все вылилось. Теперь возвращаемся на круг точку, да. Что я хочу? Первое. Начнем вот с чего. Смотри, моя мысль как двигается так. Актер, режиссер без амбиций никому нафиг не нужен. Он просто не интересен, он скучен. Если ему нечего сказать и в этом нет его энергии, он скучный, не интересен вообще. Но скажи мне, какие Армения маленькая страна? Какие амбиции могут быть у актера? Вести дорогие свадьбы? Играть в том самом сериале? Это смешно. Тогда получается, что если у актера реально есть амбиции в игре, то он должен уезжать из Армении. Но уехав из Армении, он не техничен, у него нет техники актерской, он никто. И он просто будет начинать с нуля. Может быть, где-нибудь в Голливуде или на Мосфильме, или во Франции. Он просто будет лицом с интересной кавказской национальностью, с которой можно что-то делать, не более того. Но тогда получается тупик, что здесь нужен театр, для театра нужна энергия роста, амбиции, а амбиций некуда, потому что маленькое пространство. Отлично, но никто не едет в Японию смотреть Голливуд. Все едут смотреть японский театр. Конечно. Тогда вот как сделать структуру. Армянский актер должен играть армянский театр, и амбиции его должны быть мирового уровня, но внутри армянского театра. Тогда мы приходим к точке, что такое армянский театр. И театр это все, это язык, это способ мышления, это подход к импровизации, это подход к образу и семиотике, то есть весь объем. Как ты можешь выстраивать театр, например, как актер, если ты не знаешь граммар? То есть ты не имеешь корней, источников, ты не умеешь раскрывать текст, разбирать его. Как ты можешь заниматься театром, если ты не понимаешь самого источника природного, к которому двигался Комитас и так далее? Соответственно, логика моя такая. Дальше. Театр не может быть сформирован в Ереване. Потому что Ереван это пространство, Ереван, как и любая столица мира, это торговый центр. Сюда нужно привозить то, что уже является крепким продуктом, иначе оно растворяется. Поэтому, естественно, как ты можешь работать с актером, например, в Ереване, которому надо кормить семью? А значит, что он будет делать? Он будет вести свадьбы, он будет играть в шоу, в сериалах, везде, где позовут, потому что в театре ты денег не заработаешь. А весь этот смысловой и энергетический мусор будет в его ролях на сцене. Никуда от этого не денешься. Выходит человек играть Шекспира, я видел это много раз, и я вижу, что он только что играл бандита в сериале. И он так с этими ужимками и двигается. Это ужасно. Значит, всегда же у нас, периферия-центр, 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 вот это движение. Поэтому нужно взять периферическую, глубинно-армянскую территорию. А для меня такой территорией является в первую очередь Сюник. И именно Сюник. Там сформировать театральный институт,
театральную кафедру, это мы уже договорились, все. И внутри кафедры собрать зерна, в которых живет традиция генетическая. Как я хочу сделать? Значит, первая часть – это сбор труп. На курсе будет 10% квоты для армянских армян. И все. Остальные 90% это амшенские армяне, джавакские армяне, иранские армяне, ливанские армяне, сирийские армяне. То есть мы собираем послов молодых ребят и девчонок, собираем послов из всех диаспорических глубоких центров, которые держат культуру. Каждый держит осколок этого понимания. И с точки зрения диалекта, и с точки зрения всего, и с точки зрения того пространства, в котором он живет. Песен, фольклора, всего. И собираем вот эту группу в Горисе. Дальше. Первые, они занимаются все 5 лет, например, все 5 лет они занимаются грапаром. Первые 2 года они не подходят, даже не трогают руками ничего, что связано с театром. Они занимаются изучением этнографии, фольклористики, эпосоведения, грапарь. Они изучают культуру сказителей по всем записям, которых много. Сам принцип подачи, да, они изучают гусанов, ашуги, ну вот, и так далее, и так далее, да, погружаются в культуру, орнаменталика, да, надгробие, структура, жест, сакральная геометрия, архитектура. То есть они погружаются к корням. Каждый при этом для другого является усиливающей оптикой, потому что то, что видит джавакский, ну вот, амшенский усилит через другую оптику. И вот эта круговая оптика создает вот эту линзу. Многогранник. Да, вот этот многогранник, в центр которого мы кладем разные артефакты этой культуры, и они растворяются через эту оптику. И какое отражение да. вообще будет. Вот. И они не трогают театр. Дальше, второе приключение, вторая часть. Я приглашаю лучших режиссеров и педагогов из лучших корневых театров мира. То есть Тадаши Сузуки, Япония, из его лаборатории. Теодор Терзопулос, Греция, из его лаборатории. Мне нужно создать гамму, то есть 10-15, чем больше, тем лучше. Но уже 10 будет вот так. 15 взглядов на корневой театр мира. Чтобы они научились делать японский театр. Но если я оставлю японский театр, то армянский театр станет японским. А если я японский театр вытесню греческим, греческий, индийским, индийский и так далее, то они получат нулевую позицию. То есть понимание того, что такое корневые театры мира, но никакой из них не будет главным. И тогда они получат нулевую позицию, а при этом, поскольку они получили закладку ядра через грапарь и вот эту всю историю, вот это создание линзового пространства, с этого момента мы убираем полностью все заслонки и даем им право двигаться в любую сторону. Постмодерн, хотят любой тип театра, хотят любой тип современной традиции. То есть это не фольклорная история. Значит, ты собираешь линзы, многогранник, Да. направляешь луч со всех сторон этих многогранников в центр, получается огонь и рождается феникс. Да. Да. Именно так. Круто. Дальше вопросы простые, да. Я представляю очень хорошо все и пошагово, методологически и технологически. Но меня не должно в этой структуре существовать. Это должен быть армянин, и вся команда должна быть армянская. Это очень важно. То есть я могу приходить и с точки зрения пространства театра давать метод, отстраивать, помогать и так далее, все. Но не могу находиться в центре, потому что иначе все будет искажено.
Поэтому мы сейчас договариваемся с Шантом Хованесяном, мы договариваемся с Арцруни Саакяном, мы договариваемся с Артуром Шахназаряном, то есть со всеми ключевыми людьми, которые собираются вокруг этого и начинают это все вместе вести. Вот такая структура. Все. Это то, что дальше мы выпускаем. Никто не держится, не говорит, так, это вот сейчас мы театр, мы такой, нет, нет, выпускаем. Потому что есть такая история. Мы должны создать пыльцу. Мы должны создать агентов изменения. Людей, которые опаленные другим типом театра, опаленные и видевшие, чувствовавшие и уже мыслящие в этом, уезжают обратно в Иран, или из Ирана уезжают в Армению, или они уезжают в Нью-Йорк, все равно куда. Это начинает, эта матрица работать. Через 2-3 таких набора мы получим сырую, неуправляемую никем почву, из которой взойдут ростки армянского театра, неуправляемые ни одним человеком. Оно будет самостоятельно. Все. Прекрасный вообще проект. Вообще. Я очень жалею, что у меня нет здесь пока. Я бы сам хотел бы присутствовать во всем этом тоже, хоть что-то делать там, да? Ты будешь точно присутствовать. Во-первых, это же пространство будет тотальной фиксацией. То есть мы будем снимать его лабораторные истории, вещи, работы, все и так далее. И закрытая будет структура для того, чтобы актеры, находящиеся в Нью-Йорке, Москве, где угодно армянские, могли как минимум сессионно видеть, слушать лекции, наблюдать. Войти нельзя. Там своя полностью герметичная структура по лаборатории. Но видеть и что-то мотать для себя можно. А поскольку ты наш прекрасный сумасшедший, то ты-то можешь приезжать как раз с сессиями изменения. Ну, это одна сторона дела, да, но все равно, вот, на мой взгляд, это ты задумал прекрасную тему. И да, если даже я могу что-то делать, это сделаю с удовольствием, но это будет не то основное, на чем сосредоточен я, да, потому что мои проекты немного другие, да, но именно касательно того, что вот у меня все возросло, вот это вот обида за тебя, понимаешь, что вот ты так много делаешь, а тебя вот все время, понимаешь, ну, недооценивают, мало того, что недооценивают, да, еще и пинают со всех сторон нафиг. Слушай, понимаешь, теперь ты, живя в Сунике, стал шпионом, естественно, давай об этом тоже говорить. Что значит, живя в Сунике, стал шпионом? Я всю жизнь везде, то есть кроме Питера, Индии, Тибета, Японии и так далее, начиная с Байкала, я везде был шпионом. Ну, эта тема мне так понравилась. Вообще просто. Сосед соседу, как говорят. Расскажи, пожалуйста. А это ты про встречу в магазине? Ну, про нет, когда сосед несет что-то выкидывать. Не, ну это прекрасно. Нет, это уже, это песня. Да, конечно, представляешь, там ты приезжаешь на Байкал. Но так же, как и в Армении, древнейшая культура, там много всего невероятного. И ты приезжаешь делать проект, у тебя, значит, старая, представляешь, да, деревня, в которой там юрты, 6-8-гранные, скотники, рубленые дома, все покрытые мхом, лишайником, выветренные до серебра, байкальским ветром, солнцем. Ты просто замираешь. И вот ты приводишь туристов, каких-то, значит, режиссеров, там происходит какое-то действие. Что делает местный человек, который получил первые деньги наконец-то? Он идет на рынок, покупает самую дешевую вагонку и зашивает все нафиг вагонкой, чтобы жить как люди. Все, деревня умерла. Ты говоришь, господи, стоп. Значит, и вот ты сажаешь и говоришь, подожди, стоп, сиди здесь, никуда не уходи, смотри. Приезжает автобус, из него выходит французский фототур. С вот такими аппаратами, с такими объективами. И когда они ползают на коленях по коровьему говну вдоль забора и говорят, вау, и все снимают, а эти же сверху думают, это они вот на это смотрят, да? То есть это что-то стоит, это какой-то... И дальше, через месяц, я клянусь, это невероятно, один дед кричит другому через забор, ты куда потащил, не выбрасывай, петики покажи. Это же реалитет.
Это мне так То понравилось. есть Слушай. он еще не понимает, в чем ценность. И что такое И реалитет? что такое реалитет, да, у него вот именно такое слово, понимаешь, да? Раритет он не запомнил, но у него реалитет. Но он понимает, что какая-то старая хрень, он бы ее выбросил и сжег. Ну, неизвестно, может, Покажи Петьке. да, лучше Петьке покажи. Вот. Это гениально. И вот это невероятный какой-то момент. То есть я понимаю, что когда ты каждый день ходишь за хлебом мимо Матандарана, и у тебя еще куча проблем, у тебя Матандарана нет. Мгм. И когда тебя спрашивают, что посмотреть, ты такое смотришь на Матандаран и не видишь его, в принципе. А когда рядом ты просто идешь за хлебом, и останавливается толпа туристов, и говорят, вот это да! И ты вместе с ними встаешь на свой же дом, смотришь и говоришь, ну вообще красиво, да. Вот. И он вдруг для тебя появляется. Но, ты же понимаешь, да, про русскую культуру, про еврейскую культуру, про армянскую культуру, про все культуры огромные шаги и открытия делали те, кто не принадлежал к культуре. Ну вот, то есть они приезжали, влюблялись, имели дистанцию и взгляд со стороны и рассказывали миру об этом. То есть внутренние люди являлись либо столпами культуры, то есть они понимают, это совершенно другой процесс, да, держать внутренние столбы, или открывать культуру для мира. Ну вот. Либо просто не видят ее. Вот, именно вот ты сказал, рассказывали миру, да? Вот именно то, что вот эта обида за тебя, да, затолкнула меня на эту мысль. Потому что ты что все делаешь. Я говорю, какой-нибудь армянин, если бы сделал все, что ты делаешь, да, они бы давно обожествили бы его, да, сделали бы там таким великим, мудрым и так далее, да, а с тобой не так. И Джон, поэтому, я не буду. ну, я уже со своей стороны. Понимаешь, да, я знаю 5 крупнейших специалистов армян, фамилия армянская, имя армянское, и отчество армянское, и вообще все армянское. 5 армян, крупнейших специалистов по орнаменту ковров. Каждый из них говорит, я сейчас тебе расскажу, ты говоришь, а вот еще профессионал, он говорит, ты что, они ничего про это не знают. Да, это мы такие, правильно, но идея такие, я понял, да, что ты вот это говоришь, они говорят, грубо говоря, кто ты такой, чтобы про нас рассказывать, да? Это однозначно на это и выходит, да? Первое, кто ты такой, чтобы о нас рассказывать? Второе, значит, братья, вы слышите, он про нас рассказывает. Сейчас похвалит, и потом все украдет. Значит, третья концепция. Видали, приехал. Он сейчас это украдет, он шпион, а потом вон что с этим сделают. Кто что с этим может делать, я не знаю. Непонятно. Но вот, да. Да, и поэтому вот это моя идея, с которой я поделился с тобой. Я думаю, что мы можем этот вопрос решить, повернув, да, вот объектив камеры в другую сторону. Ты сейчас рассказываешь армянам про армян, а я думаю, что решение этой задачи, чтобы ты начал рассказывать с других про армян. У тебя есть эта возможность, да, язык, да, о котором, ну, с которым можно уже гораздо большую аудиторию, да, познакомиться с армянами. И вот мне хотелось бы, чтобы конкретно мы, поскольку это тоже для меня очень важная тема, да, я тоже пытаюсь и один, и со своими друзьями заниматься этим. Я очень хочу, чтобы мы с тобой затеяли эту тему на русском языке и пытались вот... А почему на русском? Подожди, а английский еще не Ну, понял. давай сначала это... Нет, я в смысле переводить. Как переводить это? Хоров-моров сделать. То есть это дать, чтобы закончить с одной, потом, если это хорошо получится, пойдем дальше, да? Да. Хотя бы можем записать наши беседы, это переводить на другие Я языки про это. тоже. Да, конечно, но начать-то надо с русского, да? Вот. Мне хочется очень, чтобы мы это делали. Смотри, тут есть как бы какой вопрос у меня. Просто вопрос технический, да? Мгм. Ну вот, что ты слышишь из армянского мира, не из Армении, а армянский мир, да? Мгм. Армянский мир все время пытается что-то миру рассказать про себя.
А вы знаете, что армяне первые вообще, ты нос видел, но первый нос был у армян. Вот. И вот, значит, армяне, вот, они все это как бы делают. Но первый парадокс. Армения с точки зрения мира практически нулевое пространство. То есть с точки зрения бренда, узнаваемости, этики. То есть, понимаешь, да, ты можешь никогда не быть в Японии, ты купишь билет в Японию, и ты еще будешь туда лететь, и уже будешь знать все про нее. Что едят, что не едят, что можно, чего нельзя, что это за специфичная страна. То есть в разных фильмах, во всем ты уже будешь знать. И так очень много стран. Ты едешь в Армению, я клянусь, это было для меня просто невероятным открытием. Взрослый профессор, который даже взрослее меня. То есть мужику там 60 с копейками лет, и он профессор не откуда-нибудь издалека, а из Москвы. И он летит в Армению, это там несколько лет назад было, с супругой. И, значит, мне звонит, спрашивает, слушай, у меня к тебе два вопроса про Армению. Я первый раз, можно оставлять ноутбук в гостинице? И второй вопрос, значит, а какая форма одежды? То есть, понимаешь, да? Он не представляет, то есть он думает, что здесь паранджи ходят. То есть он настолько не идентифицирует. Ну вот то, что ты говоришь, это тебе не напоминает что-то другое? Ведь вот ты говоришь, Армения нулевая страна, да? А ведь не так давно та же Япония была нулевой страной, правильно? Конечно. И остальное тоже. Теперь вопрос вот какой. Я несколько лет назад, мы как-то сидели с профессорами матандарановскими. Я говорю, послушайте, а давайте, может быть, мы сделаем другой проект. Я бы вот с удовольствием сделал проект, когда армяне, ну, как бабушка, дедушка, рассказывают миру о том, какой он был. То есть мы идем в Матандаран и берем записи армян о Древней Греции, о Древней Италии, о Древней Индии, о Древней Англии. Обо всех странах армяне есть, писали. Мы говорим, слушай, Англия, когда-то, когда ты была маленькой, мы вот здесь записали, знаешь, какая ты была. И армяне рассказывают миру о мире, не об армянах. То есть мы вдруг берем источник и рассказываем миру о том, каким он был. Каким мы, то есть вот это армяне, да, каким мы его помним. Каким был твоя мама, твоя бабушка, а я еще помню твоего дядю, а вот какой он был. Вдруг вот это не говорить, я сейчас тебе расскажу, я хороший, я умный, я первый. Ну вот. То есть чем больше армяне это говорят, тем больше от них открещиваются и говорят, все, ну вот надоело, подожди. Когда ты подходишь к ребенку, вот мир сейчас точно находится в состоянии ребенка в опасности. Есть только одно свойство, да, это очень просто. Когда ты работаешь с ребенком, вот ты входишь, у тебя, например, грим, да, вот я работал клоуном. Ты заходишь, ребенок видит тебя и начинает убегать, скрывается. Что ты будешь делать? Ты будешь говорить, все нормально? Нет. Ты делаешь так. И скрываешься в другом углу. Он смотрит. Ты еще дальше скрываешься. Он подходит, ты боишься. Он сам к тебе подойдет. Да, конечно. Здесь то же самое. Чем больше Армения пытается сказать миру о несправедливости, о культуре, еще о чем-то, это так активно и так неправильно делается, что мир начинает закрываться, как от мухи назойливой, да? А когда ты говоришь, жалко, этого никто не видит, чтобы мир сказал, чего. Ну, в каком-то смысле, Петр, я и хочу, чтобы мы оказались с тобой этим дедушкой и бабушкой. Да, я Во понимаю. что хочешь, ты в кого хочешь, в бабушку или дедушку? Другим переоденусь я. Да? Мы можем все время меняться. Ну, примерно об этом я и думаю, да? Даже на примере, вот сейчас ты сказал, вот берем Англию, да? Вот давным-давно известно, что написано на первой странице этой книги британской истории, да, что там бриты и так далее, первые прибыли из Армении и так далее. По этой теме я хочу тебе сейчас рассказать. Вот смотри. Значит, брит,
кто есть брит, да? Он какой-то беженец то ли из Рима, то ли из Греции, я не помню уже, да? Но он оказался в Малой Азии, в Трое, да? А сын Трои, второй сын Трои, да? Он был лишен всего. Значит, он был незаконнорожденным сыном. Мать его была простолюдинкой. И когда Трой умер, его старший сын, законный сын, отнял у младшего незаконнорожденного сына все. Этот оказался со своими людьми на улице, грубо говоря. Да? Он познакомился с Бритом, и Брит, поскольку был на бегах, да, они решили уйти куда-то. И в сопровождении этих людей, да, людей младшего сына Троя, да, они вот оказались вот, пошли дальше, оказались в том месте, в полуострове, которое именно по имени Брита стало называться Британией, да? Но вот смотри, но ведь он был один, а все остальные были людьми этого незаконнорожденного сына, да? Так. Теперь я хочу тебе сказать, как звали незаконнорожденного сына. Его звали Хасарак. Я хочу, чтобы, поскольку мы с тобой вдвоем только, да, я не хочу, чтобы ты от моих услышал, да, это что значит это? Почему? Вот наша Тамара, которая нам помогает, да, скажи, пожалуйста, Тамара, что значит Хасарак? Простой. Так. Он же был сыном простолюдина. Да. Так, дальше. Все, ничего, все сказал, я что хотел сказать. Кто были эти люди, которые пошли на Британию вместе с Бритом? Люди Хасарака, так? Так. Ну, значит, если это слово армянское, а Малая Азия-то, это же территория Малой Армении, правильно? Так, да. Да, где Великая Армения, это была территория Малой Армении. Да, значит, он из дома ушел. Трой был уже беженцем из Рима, да, а те-то жили там, они же были жители этой Малой Азии, да, Хасарак, оказывается, они же и были армянами. Именно вот с такими фактами, да, я хочу, чтобы мы занимались, чтобы, ну, не только эта тема, да, именно вот, ну, поскольку что произошло, на мой взгляд, да, мы теряли во время нашей истории, но самые большие потери произошли, когда мы поменяли религию, да, пришло христианство, да, и уничтожило. Но это везде. Ну да, но, наверное, для Армении это было гораздо круче, потому что, видимо, так должно было быть, чтобы в сторону деградации тоже мы были впереди. Да? Это уже другая тема. Я хочу, чтобы мы просто подумали с тобой об этом сейчас и все-таки решили, возможно ли эту тему продвинуть дальше. Нет, безусловно, возможно. Это точно. Вопрос. Самый главный для меня вопрос, да, вот какой. Вот у тебя есть твой телефон, и он настроен так, что он открывается только тебе, и кодом открытия телефона является отпечаток твоего пальца. Вот артефакты древней культуры, информация, все, куда мы можем дойти, открывается при помощи там, вот, отпечатка и капли крови армянина, хозяина этого ключа. Я, как в сказках, да, что делает мир? Мы знаем через сказочную реальность, что то, чем ты владеешь, у тебя нельзя отнять. Ты должен это подарить. Ты должен это отдать. Нет такого закона во всем мироздании, чтобы у матери можно было отнять ребенка. Это физически невозможно. Но можно убедить ее отдать. И вот все, что сейчас происходит, да, это вот эта манипуляция какая-то по отношению к держателям ключей,
Он говорит, да зачем тебе эти ключи? Да их нет практически. Это какая-то фигня. Как бы. Ну, отдай, ну, за недорого. Ну, или так, ну, а зачем они тебе? А тебе телевизор. Ну, вот. Вот. Вот этот момент. Но только сама генетика, в которую входит и генетика языка, да, и генетика мышления и так далее, она является сама ключом к этим источникам. Вот это очень важный момент. И, ну, то есть, вот сидят два человека, да, и начинают доказывать, там, условно говоря, там, да, мой лаваш, нет мой лаваш, нет мой, я изобрел лаваш, нет я изобрел лаваш, тьфу, дядя, тьфу на тебя. И вот это детский перформанс этот продолжается. Но ведь история простая. Тот, кто подойдет, дотронется до лаваша, и он изменит свою природу, и есть тот, кто его хозяин. Ну да, конечно. И все, здесь ничего ты не сделаешь. Поэтому зачем доказывать миру, что вот там-то были первыми? Не надо, первые, вторые, десятые. Да, первые, вот в чем проблема. Мы как-то ехали с одним прекрасным водителем на такси. Я говорю, понимаете, проблема-то заключается в том, что хуже того, что армяне первые, было такое время, когда были только армяне. И как ты, ну все, ну как бы... Ну да, все дело в том, как мы смотрим на вещи. Когда мы говорим про то, что мы гордимся и так далее, но это же от неграмотности, да, вроде бы как, на первый взгляд, да. А что, Петр, если это просто в генах это мотив сохранения, да, мотив сохранения, ну хорошо, мы в незнании это говорим, да, может через это и мы пронесли эту историю до тех пор, когда это все-таки кто-то может доказать, что это не такая уже гордость, а, как я люблю сказать, это уже ответственность. Блин, вот это тотальная правда. То есть так об этом речь. Один человек прекрасный, был такой прекрасный армянин, венецианец там и так далее, и мне говорит, слушай, блин, вот что ты с ними хвалишь этих армян, и вообще он армянин. Он говорит, не, это бесит прямо. Я говорю, стоп. Если я говорю, этот стакан стеклянный, он что должен, возгордиться? Да. Почему? Я не хвалю. То, что я говорю об армянах, или о бурятах, или от еще о ком-то, это просто их функция. И это не похвальба, это ответственность. Ну. И теперь дальше возникает простой вопрос. Когда ты говоришь, Господи, почему ты все время бьешь меня по голове? Потому что он дал тебе ключ и ответственность перед всем миром за то, чтобы нести, например, вот это. А ты этого не делаешь. Вот что происходит. Не потому, что у кого-то злой замысел, а потому, что ты ходишь и говоришь, я первый вообще, вот мой отец такой-то. Не-не-не. Сейчас уберем отца, уберем того первого. Кто ты такой? И человек такой, я говорю, когда ты конкретно был матом заранее? Когда, что ты конкретно знаешь про историю своих царей? Сколько было столиц, где они были? Почему было столько столиц, а не вот столько или больше? Что ты знаешь о своих корнях? Нет. Вот и все. Да, все правильно, все таки есть. Но смотри, сегодня вообще мир дошел до такой степени, да, до того степени развития своего, да, именно в момент этого перехода, что все ищут начало, да, откуда мы пришли. Все ищут это начальные точки, откуда все пошло, да. И все находят у себя это, понимаешь? Конечно. Почему-то всем можно, а армянам нельзя, понимаешь? Русские перенесли Вавилон уже в Крым. Правильно. Вавилон находился в Крыме, понимаешь? Подожди, позже еще ближе перенесут. Да, понимаешь, казахи говорят, что от них все началось. Правильно, молодцы казахи. А армяне не имеют права об этом говорить. Понимаешь, это гордость. Да? Но, понимаешь, когда ты начинаешь понимать, окей, а вдруг на самом деле это так? И только из-за того, что я армянин, я об этом должен молчать? А где же эта ответственность? Весь мир ищет это. И в итоге-то кто-то найдет, и какой-то, допустим, Миллер
придет, скажет, о, это начало Армении, что ли? Тогда все окей. А когда армянин говорит, это гордость. Ну, понимаешь, Мне плевать на это, понимаешь? Я хочу, чтобы мы пошли все-таки именно до начала. конечно, понимаю. Попытались это найти. Это, в этом и дело. Но а, огромное количество людей пойдут туда до начала, к началу, только для того, чтобы наклеить себе наклейку первый. Но это ничего не меняет. Это ничего не меняет. Понимаю. Для меня главная ответственность будет прав тот, кто самый ответственный. Да? Это не потому, что нам нужна, человечеству нужна эта истина. Да, есть у меня всегда намерение. Как часы, Ладно, водные часы должны ладно, работать. ладно. Если мы будем на это смотреть, мы никуда не дойдем. И когда окажется, что на самом деле были правы мы, но умолчали, да, каким лицом мы встанем перед всем миром? Ох. Почему Хорошо. ты приехал в армию, а не уехал куда-нибудь, да? Может, мотивация твоя тоже такая же? Может, если ты этого даже, хотя я знаю отлично, что ты понимаешь это, да, но если даже не понимал, зачем тебя судьба бросила в такой важный момент, в такое место? Ведь есть в этом тоже причина какая-то, правильно? Конечно, естественно. Но это очень важные для меня вещи. Но ты же понимаешь прекрасно, что никогда не судите человека, потому что вы не знаете о войне, которая у него внутри. И я понимаю прекрасно, что только ты сам знаешь, кто ты, что ты делаешь, какова ценность и какая ответственность и какую цену ты платишь внутри себя. Никаких документов, никаких грамот на стенах, никаких пьедесталов. Только ты сам внутри своего сакрального пространства знаешь, что ты делаешь. И это твоя ответственность. Потому что для внешнего человека, он тебе говорит, а где твои дети? Я говорю, дети в Питере. А внуки? Внуки в Питере. Он бросил детей, приехал в тепленькую Армению. Ну, то есть, все правда. То есть, что бы ни сказали, но красота же в глазах смотрящего. Ты понимаешь, что, например, невозможно пережить, что вот эту странную композицию, то есть через нас за последние 2 года прошло, мы вдруг посчитали, я прямо посидел как ты, где-то около больше, чем $500 000 через меня. То есть это вообще какие-то нереальные деньги для меня. Но больше, я не помню, 600 000, что ли, долларов через меня прошло, которые для арт-акций, для покупки домов, для целого ряда проектов просто прошли. И когда я понял, что реально люди, которые рядом находятся, бизнесмены, понимаешь, да? Причем ничего не говорят прямо, но по отцвету я понял, что они уверены, что по дороге каждый драм прилипал немножко к нам, и переведя больше $500 000, уж у нас все должно быть хорошо, я понял, что они бы сделали так. И они видят все так, это их естество. И я не смогу им никогда доказать. В смысле, я встал на рога, я был в бешенстве от самой идеи того, что я сказал, знаешь что, давай, я тебе открываю каждый счет, все, что ты захочешь, но только одно мое условие. Мы делаем это под запись камеры и выкладываем эту запись в интернет. И если ты один драм, что-нибудь, упоминание, где-нибудь, что-нибудь найдешь, все, я твой, просто разорви меня. Если нет, я хочу, чтобы мы прямо сейчас на уровне сомнений договорились, что ты круглую сумму положишь на стол и отдашь мне. Я найду, куда ее потратить. И он просто пропал. Но какой смысл в этом бешенстве? Ведь только ты сам знаешь о том, что ты творишь внутри себя. Твоя ответственность перед Богом, перед духами, перед богами, перед всем пространством.
Так я же тоже так смотрю на вещи, Понимаю. дорогой, да? Поэтому я тебе говорю, мне плевать, кто что скажет. Абсолютно, Да, абсолютно. кто что скажет. Мне важно, чтобы то, что мы можем сказать, сказали. Гордостью это посчитают. Абсолютно Бахвальством наплевать, да, посчитают. абсолютно. Наплевать. Я думаю, что это моя ответственность. Я должен это нести. Да? Сегодня посмотрят это, почитают, завтра посмотрят. Когда надо будет прочитать это, будет что читать. Поэтому надо делать. Вот моя... Вот да. Да? Это, знаешь, мы приехали в Индии, ну, есть эпос Махабхарата. У него много частей, и есть индийский театр потрясающий. То есть это вот он настолько наивный, лесной. Вот ты смотришь, у тебя до слез сочетание, как вот он скотчем приматывает копыта, чтобы играть коня Кришны. И он так серьезно, так трепетно к этому относится. И это так комично. И это одновременно, понимаешь, да, высоко. И так комично, так наивно, что у тебя все эмоции взрываются. И мы приехали, и есть одна деревня высоко в горах, которая 700 лет, поколение за поколением, играет маленькую часть Махабхараты Пандав Лила, когда пандавы были изгнаны в лесу. Ну, листья, вот это ты, луки, что-то вот они, очень смешно, наивно. И у них есть, например, там все персонажи, например, это Арджуна, которому 5 лет. Он еще маленький, не играет. Вот когда созреет, он будет играть Арджуну. А это Арджуна, которому 90 лет. Он уже не играет, но играл Арджуну всю жизнь. И ты спрашиваешь их, мы говорим с ними, и я говорю, а там нет зрителей. Я говорю, скажите, а вы для кого играете? Вы что, безумные? То есть нет зрителей, они не в театре играют. То есть они играют в этой деревне, играют, разыгрывают вот эту лилу. Они говорят, понимаешь, когда-то жили люди. Сейчас мир сошел с ума. И через время мы вернемся в Сати-Югу, в мир совершенных людей. Наша задача из точки А в точку Б донести это знание. Да? Нам здесь, в этом времени, никто не нужен. Нам плевать. Мы туда несем. Чтобы когда человек проснется, книга лежала на столе. Он смог ее снова прочитать. Вот это, я считаю, очень важное, то, что ты говоришь. То есть наша задача, как и всех, кто рядом, да, написать книги, сделать это, положить, что про нас говорят, кто, абсолютно плевать. Ну, каждый бобик из-за заборчика что-нибудь лает и покусывает. Ну, глупенький, ну что, ну, как бы. Ты не можешь тратить время на ему, объяснять, что не надо, все хорошо. Ну, пускай лает. Ну вот, твоя задача положить. Потому что это твоя ответственность, это то, что ты должен. А дальше хоть сдохни, все, дальше у тебя нет дела. Вот это твое дело, ты обязан это сделать. Тем более, Петр, нам же это легче делать, потому что вот эти индейцы, ребята, они это веками таскали это, да, переносили, да? А мы, но ведь сегодня же говорят, что с 21 марта началась эта Сатья-Юга, то есть золотой век, да? То есть нам, в принципе, особенно и не надо будет все это класть в долгий ящик, да? Вот оно, покажи людям. А мы все это пытаемся, но не пытаемся, мы это прячем под этим страхом перед гордостью, да, там и так далее, и так далее. Ну, это уже смешно сейчас. Да, я согласен. Поэтому, ну, на сегодня, наверное, мы закончим наш разговор. Хороший финал-то, что? Да, да. Но пусть этот финал будет началом следующего, да, чтобы мы ознакомили тебя, ну, с теми, которые тебя не знал до сих пор. В следующий раз... Хотел сказать сочувствую, но что не знаю до сих пор. Потом подумал, нет, я же сочувствовал тем, кто знает меня. Думаю, да всем сочувствую. Вот за что я люблю тебя, за этот подход к самому себе, за иронию, да, по отношению к своей личности. Я тоже люблю так. Так что, вот, дорогой, спасибо за сегодня. Наконец-то, понимаешь? Да, за эти годы. Понимаешь, как ты можешь понять? Ты такой из Армении, такой туду в Петербург. А я на соседней, улице такой тык-тык-тык-тык-тык. И ты такой, девочки в Нью-Йорк. Я такой, Тогда пойду-ка я в Байкал.
Я такой, ну и хрен с тобой, и болтал. Тудун. И вот это все, понимаешь, да, тудун. И вдруг там мы такие за столом в Ереване. Па-па-па-па. Я думал, что это ты придешь в своей шляпе, но и закрыть жарку. Не, я специально, я подумал, что ну все, это уже будет перебор. Ну невероятно, я хочу это рассказать, фотографию, что-нибудь, понимаешь? То есть, я создаю канал, Слушай, там, я создаю медиаканал. Я подумал, что все мне надоели, думаю, я просто делаю канал Крианом, на котором буду рассказывать о моем видении подходов к миру, чтобы просто забирали, не надо мне ничего, ну нафиг всех. И я придумываю логотип, думаю, я с бородой. Ну, значит, надо какого-то такого бородатого чувака. И я, значит, искусственному интеллекту это говорю, ты что, это делал? да? Да. Ничего себе. Я, значит, искусственному интеллекту говорю, слушай, придумай мне такую штуку. Вот такой старик, вот такой в цилиндре, вот такой вот. И больше ничего не говорит. И он такой, тыщ. И дает мне вот этого бородатого чувака в цилиндре в стиле стимпанк. Где вот эти все шестеренки и так далее. Этот человечище говорит, давай все, завтра кофе пьем, я привез тебе подарок. Ладно. Вытаскивает коробку, достает оттуда шляпу. Полностью такую, которую нарисовал искусственный интеллект. Вот это цилиндр со стимпанком. Я говорю, в смысле, ты видел? Он говорит, что видел? Я говорю, логотип канала. Он говорит, не видел. Я говорю, сейчас ты обалдеешь. Я ему показываю, говорит, о! Это просто невероятно. Представляю, я тебе покажу потом это. Вот. Так что, видишь, все как-то так Я сталкивает нас. уверен, что эти розовопопые ангелы, вот, они сейчас почесываются и хихикают. Типа, он такой, давай вот этому подсунь. Вот это как-то так, да. Ну ладно, Петр, дорогой. Я очень рад, что мы, я надеюсь, начали что-то хорошее. Да, Не надо надеяться. Мы начали просто Окей, все. начали. Ну, Понимаешь, я надеюсь, я верю. Окей, Ну, пошли правильно. нафиг все. Как бы, все, начали мы хорошее. Все. да. Молодец, спасибо. Ну, спасибо всем, спасибо, что услышали, посмотрели на нас. Что еще сказать? Ну, будьте здоровы. А как? Камера стоп.